Та самая блондинка. Кто же она и что с ней может быть? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Ну, знаете, вот сразу почему-то хочется сказать, что император подустал. Император эмоционально выгорел. Вот как-то ресурс закончился, силы закончились, желание, мотивация закончилась. Поскольку уже в сигнификации выпали, да, сильным мужчиной, самодостаточным мужчиной, который, в общем-то, и горы свернет, и звезду с неба может достать, но вот не хочется. Вот не хочется, знаете, такое, то ли это эмоциональное выгорание, может быть, разочарование в жизни, разочарование в женщинах, отсутствие мотивации, отсутствие поддержки и отсутствие рядом нужного человека, который сможет вот вас вдохновить, мотивировать, заставить двигаться дальше. Здесь может проиграться и банальная усталость, да, потому что вы слишком много работаете, вы, может быть, мало отдыхаете, там, либо же у вас давно не было отпуска. В общем-то, императоры, они не всегда даже и отдыхают, потому что не всегда знают, чем себя занять. У вас очень много дел, как дома, так и на работе. Вы не лежебока, который будет без дела валяться на диване. У вас, возможно, недавно, ну, либо же у кого-то проиграется, что вот сейчас происходит период очень серьезной трансформации, очень серьезные такие глубинные перемены. Ну, вот, в принципе, и подтверждение. Смотрите, у кого-то проиграются действительно проблемы в личной жизни, да, вот эти перемены, которые случились, они как будто забрали все ваши силы, все ваши ресурсы. Возможно, кто-то сейчас находится еще в отношениях, но поскольку вы знаете, что здесь все либо уже поставлена точка, либо вы собираетесь ставить точку в этих отношениях и уходить, да, уходить, но с гордо поднятой головой. Поэтому это переживания, эти все такие даже мыслительные процессы, потому что император это и про рациональность, это и про самообладание, да, это про какие-то правильные подходы. Это очень сильно вас выматывает. Вы вообще человек, который много думает, много анализирует, много как-то вот сопоставляет все пазлы, чтобы все было правильно, чтобы все сошлось. Есть в вашей жизни тайны, да, возможно, вы узнали эту тайну, и это послужило, ну, таким толчком к тому, чтобы вы либо поставили точку в отношениях, да, у кого-то это проиграется уже в прошлом, у кого-то, может быть, сейчас вот вы проводите, ну, такой вот анализ ваших отношений, да, причем здесь может еще быть, знаете, параллельно и такое ощущение, что как будто на вас есть магическое воздействие, у вас могут тоже появляться такие ощущения, потому что вот какой-то реальный упадок сил. Несмотря на то, что я уже говорила, вы сильный мужчина, но могут быть какие-то такие маркеры определенные, да, состояние выжатого лимона, состояние, как будто вы вообще не отдыхаете, не перезагружаетесь, да. Здесь может быть такое состояние вообще уныния. Ну, в принципе, то, о чем я говорила вот в начале расклада, и вы можете даже задумываться, может быть, где-то что-то кто-то вам сделал, да, тоже может это проиграться. Я вам скажу так, поскольку это общий расклад, действительно на ком-то из вас есть магическое воздействие, но это скорее связано с какой-то любовной магией, но оно также тянет за собой еще и общее такое состояние, да, потому что магия, она в принципе влияет на весь организм, да, на ауру влияет, на человека, на его самочувствие. Поэтому, если у кого-то есть такие подозрения, телефон под видео, вы можете, в принципе, записаться на диагностику, если того желаете, и мы посмотрим, да, что с этим делать, либо это нужно чистить, либо, может быть, это ваши напрасные опасения, и там ничего нет. Поэтому обратите на это внимание. Вы человек, вообще, несмотря на то, что вы, да, император, но вы настолько глубоко ранимый человек, вы просто это не показываете. Давайте сделаем как раз маленький опрос.
Напишите, ребят, вот по-честному, да, по-честному, положа руку на сердце, вот вы ранимый человек, или же все-таки вы настолько вот бываете хладнокровным, да, что вас, ну, никто и ничто не сможет сломить. Но я спрашиваю вот именно такой, какой вы настоящий. Не такой, как вы кажетесь, да, потому что, конечно, вы одеваете доспехи и выходите туда в социум, да, из дому. А вот какой вы на самом деле? Вы можете быть двухметровым там каким-то таким атлетом-гигантом, да, суперским мужчиной, которого все боятся, но на самом деле вы глубоко ранимый, добрый, нежный и трогательный. Просто вы закрылись как в ракушку, да, одели вот эти вот свои такие тяжелые доспехи и не хотите показывать свою израненную душу. И опять же, вот судя по пятерке мечей, которая у нас первой карты выпала, как будто вот у вас состояние, что вы хотите закрыться и обороняться от всего мира. У вас может даже проиграться тотальное недоверие к людям. Да, вы не показываете свое настоящее лицо. Вы глубоко ранимый человек. В принципе, это карты нам и подтверждают, да. Вы закрываетесь все чаще от людей, вы все меньше доверяетесь, да, какие-то свои тайны, секреты, проблемы. Здесь может быть недоверие к женщинам, да, если это была какая-то такая печальная ситуация, которую вы до сих пор не можете прожить. Поэтому вот что я вам скажу. На сегодняшний день я могу, ну, смело сказать, что вы человек, который очень нуждается в тепле, в нежности, в ласке, в заботе, ну, естественно, в женской ласке, да. Может проиграться, что вы чувствуете себя, ну, тотально одиноким человеком. Вроде бы, да, сильный император, который сражается с драконами в социуме, а домой приходит, снимает доспехи и хочется просто порой волком выть. Как-то печально вот сегодня у нас происходит, да, сигнификация. Ну, давайте-ка посмотрим, что же за блондинка, да, и что у вас не будет или не будет. Давайте-ка посмотрим. Может быть, немножко так позитивчика добавится в вашу жизнь. Итак, что это за женщина? Что за блондинка? Боже, какая у вас израненная душа. Ребят, мне карты продолжают говорить о том, как вам плохо. Вот именно в душе. Вот в душе. Вы умеете веселиться, вы умеете кайфовать, но не хочется кайфовать. Вот какая-то рана в вашей душе кровоточит очень сильно. Смотрите, это женщина, которая, опять же, мы не привязываемся ни к каким там местностям, да, поскольку это общий расклад. Я просто скажу в общем, что эта женщина однозначно моложе вас, эта женщина может даже казаться моложе своего возраста, а поскольку она такая маленькая, она хрупкая, но она может даже, знаете, показаться вам, ну, совсем как девчушкой. Хотя этой девчушке может быть и 30, и 35, и 40. Но она настолько такая, знаете, юркая. Вот почему-то мне хочется, боже, я так редко это слово говорю, почему оно мне сейчас пришло в голову, я не знаю. Но она такая шухерная, она заводная, она озорная. Она, когда общается, а вы с ней общаетесь вот каким-то образом, опять же, либо кто-то по интернету общается, кто-то в жизни, да, вы просто сейчас слушаете и прикидываете, вот где, кто в вашем окружении есть такая женщина. Она всегда на позитиве, она часто улыбается, она такой лучик солнца, ну, которых, наверное, мало бывает в жизни таких позитивных людей. Но это просто ходячий позитив. От нее идет сумасшедшее тепло, к ней тянутся люди. Она мало того, что такая озорная, но в то же время она очень классная, вот как человек. Есть некая такая доброта, какой-то такой, знаете, уют, что ли. Уют, покой идет от нее, да. Она такая вся настолько излучает такую энергетику. Вот я пытаюсь даже подобрать слова, чтобы это было так по-простому понятно. Но хочется ее обогреть, защитить. Она и хрупкая, но в то же время она такая, вроде бы и кажется, что вот она маленькая, но она сильная, да? Вот я маленькая, но я за себя постою, да? Но тем не менее ее хочется, вот как мужчины, по крайней мере, ее воспринимают. Такое, что вот она такая классная, она такая озорная, а тем более я вот такой сильный, могущественный, да?
Я хочу ее беречь, охранять, да. В принципе, она нравится мужчинам, но она очень переборчивая, потому что, опять же, это ее порядочность, и лишь бы с каким мужчиной она точно не будет. Она никогда не будет связываться просто для развлечения, да. Вот она серьезная в этом плане. Хоть она и озорная, она веселая, она просто такой жизнерадостный человечек. Она хорошая хозяйка, она, в общем-то, неплохо зарабатывает, она самодостаточная женщина. Но когда кто-то пытается ее обидеть, она, конечно же, даст отпор. Ни в коем случае не потому, что она там какая-то скандалистка, либо еще что-то. Нет. Она просто умеет за себя постоять. Вот такая, какая она есть, да, хрупкая, но она такая хрупкая, непробиваемая скала. Она очень ценит дружбу, она очень ценит людей, которые каким-то образом ей помогают, да, вот она очень эмпатичная, она очень отзывчивая, она всегда чувствует, кому нужно помочь, хоть словом, хоть делом, может быть, советом каким-то, да, она часто оказывается там, где нужна ее помощь. Ну вот как будто ее высшие силы ведут в определенное место, да, к определенным людям, которым она помогает. Я даже не исключаю, что, может быть, даже у вас у кого-то проиграется, что когда вы с ней общались, да, неважно, это абсолютно такое, может быть, дружеское, соседское, у всех по-разному это будет общение, даже по интернету. Это можно уловить. Она может давать какие-то такие легкие, ненавязчивые советы, да, она может поддерживать, какие-то теплые слова говорить, да. Ну, к примеру, как это бывает, потому что я знаю, некоторые из вас по интернету общаются. Ну, смотрите, такой банальный пример. Допустим, вы там сказали, что вы себя плохо чувствуете. Эта женщина сразу же начинает вот дарить это тепло и поддержку, даже пусть это в смс-сообщениях, либо по телефону. Она сразу начнет вас поддерживать, да, говорит, что отдохни, да, там, побереги себя, там, может быть, выпей таблеточку, да, я не буду тебя беспокоить, но я всегда с тобой, да, я рядом. То есть дает такой посыл, что ты можешь на меня рассчитывать всегда, да, вот я рядом, но я тебя не беспокою, но я тебе желаю добра, вот в таком плане. Это очень чувствуется, это доброта, это эмпатия, это ужасно чувствуется. Поэтому кто из вас вот общается, неважно, в жизни, по интернету, но это такой лучик счастья, который все больше к вам приближается. И я вам скажу, что та самая блондинка, да, а она блондинка, она, в общем-то, вами давно заинтересована. Ну, как давно? Ну, как сказать? Опять же, это общий расклад. У кого-то больше времени, да, у кого-то вот недавно, может быть, вы там познакомились, начали общаться. Вы симпатичны как человек, вы интересны, вы нравитесь внешне. И, знаете, ей бы очень хотелось, чтобы вы с ней начали общаться больше на романтическом уровне. Она может даже иногда флиртовать с вами, да. Это могут быть такие очень-очень примитивные знаки, да. Там подмигивание, какой-то особый такой флирт, улыбки какие-то, да. Ну, то есть такие знаки посылать, чтобы вы уловили вот ее симпатию. Если это переписка, она может какие-то смайлики, допустим, слать, сердечки, открыточки какие-то романтические, да, но таким образом проводить свой флирт. Таким образом она показывает, что вы интересны как мужчина, и она хотела бы включиться с вами уже в более романтическую переписку, да, ну, либо же общение, если это в жизни. Это очень такой человек, знаете, с которым, вот если вы захотите, да, вот у кого это срезонирует, поскольку это общий расклад, если вы поймете, о ком это речь, вот если вы все-таки ворветесь в ее жизнь, поймете, кто она, будет очень комфортно с этим человеком, очень весело, надежно. С ней будет ощущение безопасности. Она та самая тихая гавань, о которой мечтают многие мужчины. С ней будет абсолютно не напряжно, потому что она себя вот будет вести настолько по-мудрому, она настолько будет
как-то вот с пониманием, что ли, с заботой, нежностью к вам относиться, что вам не захочется сражаться с ней. Вы знаете, что, ну, такова психология мужчин, когда женщина начинает там как-то агрессировать, когда начинает показывать очень бурно так, что вот я такая вся из себя, я главная, да, то, конечно, мужчина начинает сражаться с такой женщиной, и, ну, это как спарринг, это как соперник какой-то, да, которому нужно доказать правду. Ну, никак, ни в каком виде это не слабая женщина. Она знает это все, да. Я не удивлюсь, если она даже психологией, может быть, увлекается, либо так периодически изучает, ну, потому что уж очень она умело ведет себя с мужчинами, в хорошем смысле слова. Она умеет быть тонкой, она умеет быть немногословной при всей ее такой, ну как сказать, не знаю даже какое слово подобрать. Ну такая вот она птица-озорница, да, но она в то же время умеет подобрать какие-то нужные слова и в нужный момент замолчать, где-то поддержать. Да, вы это увидите, вы это уловите, и потому вам будет безумно комфортно. Опять же, у нас снова показано, что карта брака. О чем это говорит? Что у вас очень большие шансы, ну, либо же жить с этой женщиной, да, либо же узаконить отношения. С ней вы точно не соскучитесь. Она разбудит в вас того самого страстного даже мужчину. Если кто из вас сейчас, может быть, находится, ну, в таком, знаете, состоянии одиночества, в ступоре, как я говорила уже в начале этого расклада, она разбудит и вашего такого внутреннего хорошего любовника, которым вы раньше являлись, но который спал, да. Она разбудит в вас все те ваши, может быть, фантазии, да, которые вы, пока вот у вас была такая пауза в личной жизни, она разбудит все ваши желания, она воплотит все, в общем-то, да, о чем вы, может быть, мечтали, вот именно с женщиной в отношениях. Это будет само собой разумеющееся, это как-то будет вообще не напряжно. Вы будете с ней просто вот плыть на одной волне. С ней вы 100% можете ощущать себя в комфорте и в стабильности. Вот она даст вам именно ту стабильность, о которой мечтают многие мужчины. То есть это не напряг, это комфорт, это уют, это спокойствие, когда вы можете прийти и просто рядом с этой женщиной расслабиться, полежать, да, она придет, обнимет, поцелует, там, если нужно, что-то доброе скажет, поддержит, да. Ну, то есть, ну, это просто фантастическая блондинка, которую вы уже каким-то образом знаете. Подумайте, кто она, где она, и дерзайте. Если у вас резонирует этот расклад, у вас все обязательно получится. Ну, а кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, и всем пока!